Друзья, всех приветствуем на канале Рыболов-Копатель. Сегодня мы с товарищем генералом прибыли в музей янтаря. Посетим это заведение вместе с вами. Расскажем об истории этого строения, здания культового. Так что не переключайтесь, кто еще не подписался, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, пишите комменты. Поехали! Башня Дона построена в 1852 году как элемент бастионного кольца Кёнигсберга. Башня круглая, ее диаметр составляет 34 метра, высота 12 метров, имеет два этажа и вместительные подвалы для хранения запасов продовольствия, боеприпасов и снаряжения. Артиллерия башни была размещена в 42 казематах, расположенных в двух кольцевых ярусах без внутренних перегородок, что было удобно при обороне. Маленькие башенки у воды, капониры, предназначенные для фланкирования продольного обстрела водного рва. Башня названа в честь Фридриха Карла цу Дона, жившего с 1784 по 1859 год. Граф, генерал, участник сражения при Прейсиш-Эйлау, в 1812 году перешел на службу в русскую армию. С 1842 по 1854 год командовал первым армейским корпусом в Кёнигсберге и является одним из авторов проекта строительства бастионного кольца. Башня Дона вместе с однотипной башней Врангеля контролировала огнем территорию Верхнего пруда. Кроме того, башня блокировала подступы к расположенным рядом Росгартенским воротам. При строительстве башни использовали фортификационный кирпич. Его многократно обжигали по принципу закалки стали. Нагрев, охлаждение и снова нагрев. Сооружения из такого кирпича получались прочными, но строительство было дорогим, поэтому было построено только две подобные башни – Дона и Врангель. Цоколь стены башни оформлен рустом, выложен из крупных булыжных камней различной формы, притесанных друг к другу и скрепленных цементом. Росгартенские ворота. Сохранившееся до наших дней здание ворот было построено в 1852-1855 годах по проекту директора крепостного строительства Ирфюгельбрехта и инженера-лейтенанта фон Хайля. Проект фасада ворот был разработан тайным верховным строительным советником Августом Штюлером, руководителем технической строительной депутации в Берлине. Штюлер сам проработал проект фасада, придав ему ярко выраженные готические формы. Интересный факт. Однажды через ворота проезжал Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен. Именно тот самый барон Мюнхгаузен. Он следовал из России после завершения военной службы домой в Германию. Ворота имели единственный 4-метровый проезд под высокой аркой, над которой находилась наблюдательная площадка. По ее сторонам находятся 8-гранные башенки с машикулями, навесными бойницами. С расширением границ Кёнигсберга и строительством современной линии обороны многие сооружения потеряли свое военное значение. В башне Дона и Росгартенских воротах стали проводить экскурсии. Вокруг располагались кафе, магазинчики и фотоателье. У деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным. По системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании. С началом Второй мировой войны башни Дона и Врангель вновь стали военными объектами. Были открыты заложенные кирпичом амбразуры и установлены пушки. 9 апреля 1945 года советские войска блокировали башню. Залпы артиллерии не смогли нанести существенного вреда. Пробоины не достигали и трети толщины кирпичной кладки. Стены устояли, сквозную брешь получил только один капонир. Прямой наводкой были сбиты несколько зубцов.
Но держаться немцам не было никакого смысла. Город уже контролировался советскими войсками. Комендант Кёнигсберга Отто фон Ляш подписал капитуляцию. Последний гарнизон сдался, и уже 10 апреля на башне было установлено знамя Победы. Теперь в здании располагается музей янтаря. Давайте прогуляемся с вами по экспозиции. И вот перед нами балтийский янтарь весом 3 килограмма 19 граммов, второй по весу янтарь в России. А этот экземпляр весит 4 килограмма 280 граммов. Самый крупный янтарь в России. Отпечатки и включения в янтаре. Всем гостям нашего региона рекомендую посетить музей янтаря, чтобы вживую увидеть всю эту красоту. Разнообразие природных форм янтаря определялось особенностями его происхождения. Выделения смолы янтареносной сосны в зависимости от места образования имели специфические, свойственные каждой группе структуру, размеры, форму и рельеф поверхности. Одна из самых интересных и редко встречающихся форм янтаря – это капли. В горизонтальных и слабо наклоненных ветвях образовывались смоляные карманы, прободение которых вызывало быстрое и непрерывное истечение смолы в виде капель. Крупные капли образовывались при непрерывном выделении смолы. Структура таких капель однородная. Близкая к сферической форме капля свободно свисала с ветвей. Благодаря вязкости смолы она успевала застыть, еще будучи прикрепленной к дереву. Со временем янтарь изменяется, окисляется на солнце, теряет свой прозрачный светло-желтый цвет и превращается в вишневый, бордовый и даже бурый. Окисление происходит более интенсивно при повышенных температурах, на свету и особенно в ультрафиолетовых лучах. Поверхностные слои янтаря покрываются плотной, твердой и практически непрозрачной окисленной коркой. В стволе смолоносного дерева образовалось небольшое дупло, заполненное водой. Из раны на стволе в дупло стекала смола, одна из капель которой затвердела, плавая в воде. Постепенно все дупло оказалось заполнено смолой. Вода испарилась, а капля, оставшись внутри, сохранила свою сферическую форму. Отверстия в янтаре имеют естественное происхождение, и появились они одновременно с образованием янтаря. В свежую жидкую смолу иногда попадали хвоинки и веточки. Иногда в натеке увязало насекомое, и если его выклевала птица, то в затвердевшей смоле оставалось неглубокое отверстие. Изделия неолитического периода. 4000 лет до нашей эры. Археологические находки с грунтовых могильников. Морозовка, Окунево, Зеленоградского района, Калининградской области. Вы можете видеть гривны, фибулы, бусы, пряжки, браслеты. После завоевания Пруссии в XIII веке Тевтонский орден начал систематическую добычу янтаря. Орден установил янтарные регалии, государственную монополию на добычу и сбыт камня. Регалии предписывали полный запрет на личный сбор, продажу янтаря и изготовление изделий из него. Практически весь янтарь в XIII-XVI веках использовался для изготовления предметов культа. Далее мы видим работу 17 века. Шкатулка двухъярусная. Данциг.
А это копия украшения в виде раковины, изготовленная в 1989 году. А оригинал находится в Екатерининском дворце. А это декоративные тарелки, 17 век. Дар оружейной палаты Московского Кремля. Медальон с камеей Нептун, 18 век. И коробочка с рельефом Полифем и Галатея, тоже 18 век. Печать с фигуркой льва. Портсигар на начало 20 века. Фабрика Карла Фаберже, Санкт-Петербург. Макет янтарной комнаты, изготовленный в 1995 году. Акварель, бумага, фанера. Инструменты для обработки янтаря, использовавшиеся при воссоздании янтарной комнаты. Дар Александра Журавлева. Фрагмент нижней панели янтарной комнаты. Научная реконструкция, 1979 год. Водолазный костюм. Конец 19 века, начало 20 века. Германия. Также помпа для подачи воздуха водолазу. Тоже конец 19-го, начало 20 века. Жителям побережья Восточной Пруссии за небольшую плату выдавались жетоны, которые давали право на вылов янтаря из моря в определенном районе. Добытый янтарь ловец обязан был сдать государству в течение 24 часов. Предметы интерьера с янтарем 1930-1940 года. Скульптура Кёнигсбергская Мадонна, 1940-е года, Германия. Автор Альфред Шлеге. Янтарь, дерево. Государственная янтарная мануфактура. Кёнигсберг, 1935 год. Часы и медаль германской восточной ярмарки. Целью ее организации было оживление торговли с восточноевропейскими странами и СССР. А это, судя по всему, барометр, показывающий атмосферное давление. 765 мм ртутного столба.
Работа советского периода. Ваза изобилия, 1954 год. Калининградский янтарный комбинат. Модель ледокола «Ленин», 1960 год. Выполнена ведущими художниками, мастерами Калининградского янтарного комбината. Модель шведского военного корабля «Васа», 2007 год. Часы с глобальным названием «Эпоха», 1960 год. Африканские бусы, 19 век, Кёнигсберг, Восточная Пруссия. Бусы в виде крупных бусин цилиндрической формы производились специально для народов Северной Африки, где они использовались в качестве денежного эквивалента. А это свадебные колье, Германия, 19 век, Кёнигсберг, Восточная Пруссия. Янтарь, бисер, металл. И снова бусы, только уже забайкальских староверов, 19 век, натуральный янтарь. А эта экспозиция называется «Шкаф Фридриха». В нем собраны предметы 19 века из собрания семьи Фридриха Цудона Шлабиттен. Чашка, подсвечник, шкатулка, 1925-1930 года. Германия, Восточная Пруссия, Кёнигсберг. Серия скульптур Диана, 1941 год. Государственная янтарная мануфактура. Германия. Чаша из серебра с янтарем, а также шкатулка, 1920-е годы. Чаша с крышкой, 1919 год, Дания. Янтарь, серебро.
Кубок к столетию со дня смерти Гёте, 1932 год. Янтарь, серебро. Подсвечник этого же периода и шкатулка. Кофейник, 1930-е годы. Польша. Шикарная шкатулка и нательные кресты из янтаря. В этом зале представлены работы современных российских мастеров. Янтарь, бархат, различные фигурки. Все это, конечно, очень и очень впечатляет. Я думаю, в особенности гостям региона, не избалованным обилием повсеместным янтаря, будет очень и очень интересно. Да и мне, как местному жителю, я думаю, и генералу тоже понравилось посещение музея. Все было очень интересно, достаточно познавательно. Периодически стоит ходить, пусть не часто, но раз в 5 лет бывать надо. Впечатляют не только прекрасные экспонаты выставки, но и сам дух и атмосфера этого боевого фортификационного сооружения. И пусть тайну янтарной комнаты пока что мы не раскрыли вместе с вами, но тем не менее хотя бы косвенно, хотя бы немного прикоснулись к теме, которая будоражит умы энтузиастов уже не одно десятилетие. Так что, друзья, всем спасибо за просмотр, а мы поехали в Макдональдс.